Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы сделаем для представителей знака Рыбы. Давайте посмотрим, что у Рыб будет происходить во второй половине месяца июня и какие карты вам сегодня выпадут. Напомню, что это расклад, под которым вы можете оставить свое сообщение, комментарий, лайк, если вам будет угодно. Мне будет интересно узнать вашу точку зрения, ваше мнение. А также не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, если вы еще этого не сделали. Кроме того, напомню, что иногда я провожу акцию, касающуюся нумерологического разбора даты рождения. Если она будет проходить в сообщениях, в комментариях под этим видео, можете ее найти и оставить свое сообщение. Соответственно, оно поучаствует в розыгрыше. Итак, давайте посмотрим, рыбки, что же происходит у вас во второй половине месяца июня, а именно с 15 по 30. Итак, первая карта у вас карта Колесница. Карта Колесница, движение, настойчивое движение к цели, целеустремленность, ваша сила воли, для достижения успеха. То есть вы как будто не хотите в чем-то отказываться в этом движении, проявляете решительность, не сбавляя темп, не отвлекаясь, созредоточены на каком-то важном для вас пути, и вы этому пути следуете. Набирать можете значительный темп для того, чтобы достигать своей цели. То есть, возможно, так. Может быть, решаете какие-то проблемы, которые на вашем пути здесь возникают. То есть не всегда все гладко на дороге, по которой вы едете, но вы, тем не менее, здесь решаете эти вопросы. И карта девятка жезлов здесь также в целом она говорит о том, что вы вступать можете в эту половину месяца, чувствуя немножечко уставшими и занимая определенную оборонительную позицию касательно каких-то препятствий или касательно каких-то людей, которые могут быть против этого вашего движения. То есть вы как будто готовы преодолевать препятствия, вы готовы защищать себя или свою семью от каких-то неприятностей или невзгод. И вы уже очень многое пережили. И вот вы как будто бы почти у вашей у финишной уже какой-то черты, у финальной цели. И вот серьезно настроены на достижение все-таки результата именно конечного, потому что вы в этой колеснице мчитесь. Тут же двойка жезлов, у вас есть выбор, распутье какое-то, на котором вы находитесь. Вам нужно будет принять решение, в какую сторону дальше ехать. Возможно, вы почувствуете себя в какой-то момент как в тупике. То есть, будете взвешивать варианты, интересоваться одним вариантом и другим. Вариантов может быть и больше двух, но как минимум два варианта есть, и вы как будто пытаетесь разобраться, какая возможность, какой вариант для вас лучше. Пытаетесь просчитать эти шаги. Но просчитывая эти шаги, вы приостанавливаетесь. И вот, замираете на какой-то момент, потому что думаете, а как лучше, а как сделать, а как правильно. Карта смерти здесь также у вас выпадает. Она не какая-то трагичная, не бойтесь, не переживайте. Она обычно говорит о переменах, которые в вашей жизни происходят, о трансформации, которая сейчас для вас будет иметь важное значение. И вот эта карта смерти здесь, она говорит о том, что вы на самом деле должны будете что-то кардинально в себе поменять, возможно, находясь перед этим выбором, возможно, от чего-то кардинально отказаться или отпустить какой-то из вариантов для того, чтобы двигаться дальше и получить результат по тому другому варианту или возможности, которая у вас есть. То есть вы не можете сразу как раз сдвоиться и по нескольким путям одновременно двигаться. То есть вам нужно четко для себя определить, что для вас важно, что для вас приоритетно и чего именно вы хотите добиться. Поэтому здесь для вас важно также будет что-то кардинально в себе поменять, и вот эти перемены, которые здесь у вас будут, они могут повлиять на вас в целом. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть, что будет рядом с картой смерть. Карта туз пентаклей. Туз пентаклей. Туз пентаклей — карта процветания, карта крупных денег, вопросов, которые касаются этих крупных денег, или чего-то, что может дать вам чувство уверенности в себе, стабильности. Вот этой обычно дают ее деньги. Это чувство стабильности или уверенности в себе, в вашей жизни, в конце концов, по тузу пентаклей. И восьмерка жезлов тоже здесь. Быстрое, опять-таки, стремительное изменение, которое здесь есть. Колесница, восьмерка жезлов. То есть что-то здесь очень стремительно, быстро двигается, что-то стремительно меняется. Какая-то радикальная будет перемена. Радикально может что-то уйти.
Да, и здесь такая модернизация происходит, кардинальные изменения чего-то, что было раньше в вашей жизни, какой-то важный этап вашей жизни подходит к концу, и с картой смерть что-то старое отмирает, уходит, и приходит нечто новое на смену, но приходит очень быстро, потому что это быстрое движение, быстрый всплеск энергии, то, что раньше казалось, возможно, застойным и тихим, вдруг начинает набирать обороты, набирает скорость. Могут какие-то новости поступать, сообщения, какие-то события начинают происходить, которые заставляют вас набирать обороты. Кто-то из вас, может быть, здесь путешествует, куда-то отправляется, потому что это карта поездки. И с этим тузом пентаклей, который здесь есть, это как практичное новое начало, выгодное, успешное начало, может быть, какое-то начало прибыльного дела, потому что есть хороший потенциал для прибыли. Часто символизируют все-таки практические начинания, какие-то новые карьерные пути, смена места жительства. То есть вот что-то вот с таким вот связано, новый бизнес или новый источник дохода, который у вас появляется. Может быть, какое-то позитивное изменение образа жизни, фундаментальное изменение образа жизни, то есть что-то такое очень значимое для вас, и вам нужно согласиться с этими изменениями, двигаться дальше нужно вперед в соответствии с этими изменениями. А произойдут изменения достаточно быстро, учитывая эту колесницу и учитывая 8 жезлов. Тут же 10 пентаклей, карта семьи и дома. Опять-таки, может быть, желание ваше оградить вашу семью от какого-то не знаю, от какой-то ситуации или от какого-то конфликта или от чего-то вот такого, вот какой-то неприятности, 5 кубков. Вы думаете о долгосрочной безопасности, вы думаете о стабильности в доме, о финансовой, материальной стабильности, о том, что вы оставите своей семье, там, своим детям, может быть, о каких-то вопросах, касающихся недвижимости здесь думаете. И ваша задача здесь в полной мере принять энергию колесницы для того, чтобы двигаться вперед. Карта 5 кубков, которая здесь у вас есть, она как будто заставляет вас оглянуться назад и понять, что да, в прошлом были какие-то ошибки, неприятности, но не нужно на них зацикливаться на прошлом, нужно двигаться дальше, чтобы не упустить какие-то хорошие возможности, которые у вас остаются за вашей спиной. То есть вам не нужно быть эмоционально разочарованными из-за этого, недовольными и зацикленными на какой-то неудаче. Нужно двигаться вперед, двигаться дальше. Нужно постараться увидеть хорошую перспективу в будущем, да, когда вы смотрите вдаль. И когда у вас есть вариант остаться в том, что есть сейчас, или движение продолжить, то лучше продолжить движение. А если у вас есть выбор сохранить то, что у вас есть, или попробовать нечто новое, лучше попробовать что-то новое. То есть вам нужно использовать эту энергию колесницы, которая подталкивает вас выйти из этой застрявшей ситуации, в прошлых сожалений, разочарований, того, что что-то не получилось, не материализовалось так, как вам хочется. Потому что вот сейчас у вас будет хорошая возможность этого практичного, нового, выгодного для вас начала, и оно будет сулить хорошую долгосрочную перспективу и для вашей семьи, в частности, для вас, для вашего ощущения финансовой стабильности и безопасности. Смотрите, семья снова, 10 кубков, да, то есть карта семьи, карта душевного спокойствия вашего и счастья, касающегося семьи. Вы правда можете здесь рассматривать какие-то варианты, касающиеся того, как лучше поступить, там касаемо ваших близких, ваших детей. Здесь может быть какой-то момент выбора, в котором вот происходит, да, эта ситуация ваших детей, опять-таки, или мужа, жены, да, кого-то из ваших родных. Здесь может быть проявление интереса, любопытства, когда вы пытаетесь разобраться в чем-то, что происходит в их жизни, понять что-то для себя, для того, чтобы понять, как вам действовать в этой ситуации. То есть вы интересуетесь чем-то, что в жизни этих ваших близких, допустим, здесь происходит, потому что есть 10 кубков, она все-таки делает акцент не на материальных вещах как таковых, не только на материальных, а на фундаменте, на семье. 3 мечей. Снова как боль, разочарование. Для некоторых из вас, возможно, в прошлом вам разбили сердце, или вы были сильно разочарованы чем-то, что произошло в семье, или были преданы
в отношениях. Поэтому, когда перед вами происходит что-то хорошее, возникает хорошая возможность двигаться дальше, вы как будто задерживаете дыхание и думаете: боже, неужели случится опять что-то плохое? Да, как будто бы останавливаетесь, не хотите двигаться вперед. Но вам нужно посмотреть на эту хорошую перспективу, как хорошую возможность, и начать это движение. То есть вас как будто бы пытаются подтолкнуть вперед и вот дать хорошую возможность, да, не зацикливаться на прошлом, двигаться дальше, уйти от какого-то разочарования, боли, сердечной боли, каких-то неприятностей, через которые вы проходили, и прийти к полному эмоциональному удовлетворению, радости, семейной гармонии, возможно, потому что все-таки карта, связанная с домом, с семьей. То есть здесь вы, да, можете проявлять защитную реакцию и бдительность, и в свой адрес, да, и в адрес своих близких. Может быть, пытаетесь здесь кого-то защитить или себя защитить от происходящих событий. Но вам нужно наслаждаться тем, что вас Вселенная сама подталкивает к правильному решению, к правильному пути. И вам нужно здесь расслабиться и, наверное, по этой колеснице просто мчаться. Вот, да, и какие бы вы ни пережили невзгоды, вот они проходят уже сейчас. Они уходят от вас, и вам нужно двигаться дальше к новым горизонтам. И нужно позволить этим лошадям, этой повозке, собственно, да, вас нести дальше к вашим целям, к вашим каким-то мечтам, которые могут осуществиться, соответственно, здесь. То есть карта-то хорошая. Давайте посмотрим еще шестерка мечей. Кстати, тоже перемены, изменения, период исцеления для вас. И двойка мечей. Вот эта двойственность. То есть в какой-то ситуации трансформирующей вы как будто бы должны будете разобраться, как вам лучше поступить здесь, двойка мечей, как вам лучше действовать. Вам нужно будет, правда, от чего-то отказаться, начать по-новому что-то делать, начать здесь выходить из той зоны комфорта, в которой вы были. По шестерке мечей двигаться к чему-то лучшему, использовать эти хорошие шансы и возможности. И да, нужно сначала, принимая решение, разобраться хорошо во всех деталях перед тем, как принимать решение, чтобы разобраться, насколько реально то, что у вас здесь предлагается. И хотите ли вы стремиться к этому в будущем. Вы, да, можете испытывать определенные психологические барьеры, чувство, что вы застряли на вот этом распутье, как видите, на распутье. Но вы сделаете правильный выбор, чтобы двигаться вперед. Возможно, вас пугает там количество вариантов, или чувствуете вы себя в ловушке, в нерешительности, боясь совершить ошибку, которая будет, как в прошлом, приводить к каким-то плохим последствиям. Ну вот вы как будто бы понимать должны здесь, что для вас здесь хорошая возможность начать что-то сначала, что-то заново, или открыть себя каким-то хорошим новым возможностям с той легкостью и открытостью сердца, как это делают дети. Да, карта шут. Вы преодолеете здесь все трудности, и вот, да, как будто бы ну, карты как бы нам показывают, да, и просят вас отпустить все то, что вас тяготило в прошлом. Знаете, то есть вот как будто отпустить, отбросить те мечи, которыми вы защищались, да, или те барьеры, которые вы выстраивали, взять свою жизнь под контроль и ну вот, да, двигаться к новому пути, к важным переменам для вас, к важным изменениям, каким-то хорошим изменениям для вас, которые будут сулить исцеление по шестерке мечей, которые будут показывать какие-то значимые изменения для вас, тройка пентаклей, возможности строить какие-то новые договоренности с другими людьми, может быть, договариваться о чем-то с вашими близкими по тройке пентаклей, то есть совместно с ними что-то делать, идти к общей цели, да, и смело смотреть вперед на реализацию тех целей, которые вы там планируете со своей семьей. Даже если раньше что-то у вас не удавалось, не знаю, может быть, даже какой-то там семейный бизнес, у вас что-то вложились, у вас не получилось, вы думаете, нет, сейчас уже не буду так рисковать, ну как бы у вас есть хороший шанс этого нового начала, новой возможности, она может быть прибыльной, может быть с материальной точки зрения очень выгодной и хорошей, но вам не нужно бояться прошлых ошибок, которые у вас были, и понять, что да, вы можете по тройке пентаклей здесь иметь хорошую опору, поддержку со стороны своей семьи. Вы можете договориться и понять друг друга, услышать друг друга. И правда, каждый будет ответственно выполнять часть своей работы, часть своей задачи. Вам нужно положиться на там, свою семью, на свое окружение.
Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для рыб, мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.